Приветствую всех на канале Scale Journal, и сегодня я продолжаю стройку Газ Тигр от звезды. В самом начале хотел бы выразить благодарность подписчикам, зрителям моего канала, которые в прошлой серии скидывали фотографии, ссылки на видео в комментарии, с помощью которых я в принципе смог кое-что выяснить из того, что мне было нужно. Основной вопрос у меня был по размещению дополнительной защиты. Изначально казалось, что по логике вещей похоже, что нужно защитить здесь глушитель. Но по факту оказалось, что эту доп. Защиту нужно разместить на другой стороне. Единственное логическое объяснение, которое опять же один из подписчиков мне подсказал, это размещение доп. Защиты располагается непосредственно под сиденьем водителя, или около того. Похоже, что это именно для защиты водителя. Размещение данного бронелиста я обнаружил при просмотре фильма «Военная приемка. Газ Тигр» с телеканала «Звезда». Ссылка на видеоролик будет в описании видео, но также я ее закину в блог на моем сайте. И также вот там будет данная фотография, где можно заметить, что именно на левой стороне располагается пятый лист доп. Защиты. С правой стороны, там где находится глушитель, никакой защиты у нас нет. Давайте сейчас приклеим доп. Защиту и завершим незаконченное с прошлого этапа. Использовать я буду все тот же клей-гель. Также я без камеры еще приклеил задние буфера, с которыми в прошлый раз у меня тоже были вопросы. Но опять же, посмотрев фотографии, примерно определился с их местоположением, и приклеил на место. Тут достаточно неудобный процесс был, поэтому на видео я его не стал снимать. Давайте теперь перейдем к планам на сегодняшний этап сборки. Соответственно, в прошлый раз мы сделали первый и второй этап. Сегодня я хочу сделать третий, четвертый этап. И если успею, там пятый, шестой, посмотрим, как пойдет. Давайте сейчас отделим детали, которые нам пригодятся на данном этапе. Еще раз хочу обратить ваше внимание на то, что не забываем убирать помимо следов питателей также стыки от пресс-форм. Перед тем как склеить детали этапа номер 3, давайте проверим стыкуемость. Если все стыкуется как положено, то можно будет все склеивать. Не забывайте об этом и не торопитесь склеивать все детали сразу. Похоже, со стыковкой проблем нет. Давайте все это склеим. Этап номер 3 завершен. Перехожу к этапу номер 4. Для начала отделю все необходимые детали. Пока что приклеенные детали решил приостановить. Нужно обработать всякие щели, которые потом будет после приклеивания достаточно сложно обработать. Вот здесь немножко на боках, здесь вот в колесных арках. Вот эта щель мне особенно не нравится, потому что ее будет сильно видно. Вот это место будет не сильно заметно, но я в принципе, наверное, здесь тоже его немножко заделаю. Сделать буду тамильской белой шпатлевкой.
данные детали, 5 штук, с этапа номер 4 я вклеивать не буду, так как от них зависит, какое положение колес будет у машины. Соответственно, как только я определюсь, какое будет у меня положение передних колес, ну, то есть либо прямо, либо в какую-то сторону повернутый, так я это и приклею. Соответственно, этот этап я закончил не до конца. Дальше надо переходить к следующему. Соответственно, склеивать раму и нижнюю часть корпуса я тоже сейчас не буду, так как мне потом будет не приклеить вот эти детали, которые я пропустил в прошлом этапе. Но сейчас я займусь элементами торпеды и, наверное, вот этапом номер 6. На данном этапе нам потребуются новые детали фототравления. Это приборная панель. Можно вот визуально сравнить качество, то, что дано в пластике, и то, на что нам предлагается это заменить. Также еще потребуются детали педалей, соответственно, сами накладки и рычаги. Дано их здесь почему-то 3. Я еще на фотографиях это посмотрю. Но вообще здесь у нас в пластике отлито всего 2 педали. Вот. Опять же, посмотрю фотографии, посмотрю. Мне казалось, там коробка автомат стоит. Третью педаль и рычаг я оставлю пока на плате, чтобы не потерялось. Мне кажется, оно мне не пригодится. Разобрался я с педалями. Все-таки их здесь 3. Данная модификация Тигра является с механической коробкой передач. Но, в принципе, я был прав. Варианты с автоматической коробкой передач тоже существуют. Ну, поэтому я, соответственно, отделил дополнительную накладку на педаль, третью, и рычаг. Третья педаль у нас спряталась вот на этих 2 деталях. Соответственно, вот она сама педалька. Здесь нам рычаг, я так понимаю, не потребуется. Нужно будет просто срезать частично пластик и наклеить поверх накладку. Но это уже после приклеивания данной детали. Так, дальше что? Приборная панель. Соответственно, сейчас мне нужно будет срезать вот эту деталь и вот эту деталь, для того, чтобы в будущем вместо них поставить детали из фототравления. Сейчас я просто подготовлю, срежу все, но наклеивать не буду, так как предварительно нужно все здесь красить. Приклеенная деталь фототравления и подложка с циферблатом затруднит эту задачу, поэтому делать я буду позже. Тут принцип действия какой? Вырезается данная подложка по контуру. С обратной стороны она подкрашивается белым цветом, чтобы выделить элементы приборной панели. И потом приклеивается вместе с фототравлением уже на место. Ну, то есть примерно вот таким образом. Ну, вместе это должно выглядеть очень даже интересно. Ну вот примерно таким образом у нас эта деталь сюда встанет. Все это проделать нужно максимально аккуратно, чтобы не повредить соседние элементы на пластике. Ну вот примерно вот так вот выглядит зачищенная приборная панель. И вот таким образом будет выглядеть наша приборная панель фототравления. Ну, теперь можно срезать детали из пластика. Ни в коем случае их не выкидываем, потому что по ним мы потом сделаем замеры
Ну, какой длины нужно будет оставить ножку из фотоотравления. Ну и для того, чтобы вставить ножку для фотоотравления, нужно сделать небольшое углубление, чтобы было куда приклеить деталь. Ну, делать я буду это просто обычным ножом. Вначале с одной стороны продавить, потом перевернуть и продавить аналогично со второй стороны. В итоге решил сделать даже немножко проще. Сделал сквозное отверстие. В принципе, пластик здесь тонкий, обычным санговым ножом без проблем это можно проделать. Соответственно, лишнее можно будет просто загнуть внутри, ну и подклеить на суперклей, чтобы уже никакого смещения не происходило. Ну а сверху можно будет приклеить нашу педальку. Вот такие зачетные педальки у нас получаются из фотоотравления. Соответственно, для третьей педали вот эту пластиковую часть я срежу, а на нижнюю пластиковую часть я затем приклею третью педаль. Ну а теперь можно вклеить мелочевку, которая накопилась у нас в данном этапе. Приклеивать торпеду к центральному тоннелю я не буду пока что, так как оно затруднит стыковку швов здесь. Плюс у нас еще не завершена центральная панель, точнее приборная панель, поэтому приборную панель я уже буду вклеивать, наверное, ближе к концу, когда буду окрашивать салон. Руль и, соответственно, рулевую стойку я по той же причине не вклеиваю, потому что здесь еще будет работа. Вот. Закрашиваю с обратной стороны белой краской, на то, что я уже говорил ранее. Это позволит дополнительно подчеркнуть циферблаты приборной панели. На этом я сегодняшний этап буду завершать. Вот эта кучка деталей переезжает у меня на следующий раз. Если у вас появились какие-то вопросы по выполненным этапам стройки, обязательно задавайте их в комментарии. В принципе, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Пока.